Всем привет, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшних 3 отдельных расклада на картах Таро мы посвятим тематике «Вокзал для двоих». Мы посмотрим 3 варианта мысли, чувства, действия загаданного человека, что происходит между вами и в чем тому причина по конкретной ситуации. Тайм-коды по традиции вы найдете в описании. Можете выбрать колоду номер 1, колоду номер 2, колоду номер 3. Итак, уверен, что вы сделали свой выбор. Давайте начнем с первого расклада. Я по традиции попрошу вас подписаться на канал и после расклада, именно после расклада, поставить лайк или дизлайк и написать любой комментарий. Слева будут мысли, чувства, действия мужчины. Справа будут мысли, чувства, действия женщины. По центру будет то, что происходит между вами на здесь и сейчас, и что тому причиной. Верхняя карта происходит, нижняя причина. Мысли, чувства, действия мужчины. 1, 2, 3. Ну и, возможно, посмотрим какие-то дополнительные вопросы, если я буду чувствовать, что их стоит задать, да, или рассмотреть по этому раскладу. Мысли, чувства и действия. Давайте лишнее приберем, чтобы не мешало нам. Итак, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Еще раз, женщина-мужчина. Что происходит и что тому и причина между вами. Итак, что происходит между вами на здесь и сейчас? Любовь. Да? Вопрос любви рассматривается, он достаточно актуален на здесь и сейчас для вас. Поэтому, как минимум, вы друг друга любите. Что тому причина? Что может быть причиной любви? Естественно, любовь и свободный выбор. Да? То есть, свободный выбор. Но, так или иначе, это 5 жезлов. И кто-то кого-то держит на крючке, и кто-то с кем-то играет. Как минимум, это любовь, и она игровая. Поэтому вы как минимум играете в любовь. Если эта игра вам не надоест, и если эта игра по правилам, где один другого прислушивается, уважает правила один другого, то в принципе я лично ничего не вижу плохого в этой игре. Да. Еще хотел добавить, что здесь 5 и 2 говорит о том, что потенциально у вас может быть перспектива в этих отношениях, и из этой игры может что-то получиться. Что именно может получиться из этой игры? Из нее может получиться даже семья. Из нее может получиться переезд, из нее может получиться общее дело, бизнес, и даже мальчик, в принципе, да, как-то так. Это все при желании. Рыба – намек на зарождение чего-то, и колесница – намек на то, что, в принципе, развитие в этих отношениях возможно. Мысли мужчины, давайте посмотрим, что думает мужчина. Туз Пентаклей, он думает о том, чтобы продолжать и объединяться, в принципе, как с партнершей, с вами, смотрите, кто на кого смотрит, да. Дальше в чувствах у него к вам привязанность, и это темный дьявол в этой колоде, поэтому как минимум вы его держите сексом. И если вы будете продолжать сохранять или позволять себе сохранять сексуальность в себе, да, как в партнере, в партнерше, то такая связь может быть достаточно долгая. Тем не менее, он зависит от вас, как от женщины. Мужчина зависит здесь от женщины, и я не исключу такого, что это его чувство к вам, поэтому он может и вас таким же образом делать зависимой или созависимой. Но, в принципе, его чувство к вам, больше он чувствует, что вы зависите от него. Поэтому здесь козел, скорее всего, это мужской аспект, и ключик у него, а вы вот это вот ворона. Но расклад общий, смотрите сами, и вы чувствуете, да. Я даю всегда на откуп зрителю, что вы чувствуете. Поэтому это больше психологические расклады, да. Поэтому здесь ваше чувство должно быть в приоритете. Поэтому я бы сказал, что он чувствует, что он управляет ситуацией. Но, тем не менее, он зависим от вас и в сексуальном аспекте. Поэтому ваша сексуальность играет ключевую, доминирующую, связующую роль в этих отношениях. И что он будет делать? Он будет вас ценить и любить, особенно если вы женщина Земли. И, возможно, женщина огня. Тут больше упор идет на земные аспекты, особенно если вы телец, дева или козерог. А дьявол, он больше к стрельцу относится. Но особенно если вы женщина немножечко млаже его, да, моложе. Принцесса Пентакли, это паш Пентакли такой. Вы для него как ребенок, и он будет заботиться о вас и пытаться держать вас как можно дольше в своих объятиях. Но, как минимум, вы его зажигаете, возбуждаете, и покидать его не желаете. Как у вас, как вы чувствуете его чувства, и как мужчина можете написать, правда или нет. А дальше, что здесь у женщины, что она планирует по 3 Пентаклей продолжать эти отношения.
развивать эти отношения, да. Про треугольник я здесь молчу, я его здесь не вижу и не чувствую. И знать, и видеть не хочу и не желаю. Что чувствует женщина? Женщина выпадает королевой жезлов, и у нее чувства такие, знаете, что мужчина ей подарит ключ от Мерседеса, от квартиры, от дачи, от новой жизни. И она хочет быть королевой жезлов, она хочет в душе быть с этим мужчиной, то есть управлять этим мужчиной. Поэтому смотрите, мужчина здесь чувствует, что ему управляют, и у женщины появляется ключ к управлению от этого мужчины. Но и мужчина здесь тоже может управлять женщиной. Поэтому здесь созависимость. Она огненная. Огонь, огонь, Овен и Стрелец. Ну, смотрите, у женщины здесь дикая энергия, у мужчины здесь осознанная энергия. Поэтому мужчина здесь более осознанная, женщина більш дика. Поэтому, ну, именно эти энергии, которые трудно управляются, трудно контролируются. Поэтому женщина здесь больше импульсивна, больше эмоциональна и менее рациональна. Мужчина более спокойный, более конструктивный, либеральный, консервативный. Вот такой вот, да, вот он сформированный уже здесь. Ну и что будет делать женщина? Она будет оставаться принцессой жезлов, она будет поддаваться этому мужчине, и здесь все только начинается, и новая любовь, и отношения зарождаются. Если вы видите, что здесь дьявол проявляется, я пока не чувствую здесь ничего плохого, но если в ваших отношениях вы чувствуете какую-то чертовщинку, то прислушайтесь к своему сердцу, к сердцу своего партнера, попробуйте обсудить с ним аспекты именно сексуального влечения в первую очередь. Ну и на мужчине здесь могут быть следы прошлых отношений, особенно если мужчина старше намного, а женщина намного моложе. Поэтому здесь вот это не диагностика негатива, это просто такой совет. Вот, просканируйте своего мужчину на возможный негатив, да, от прошлых отношений, особенно если он вдруг делится с вами прошлыми воспоминаниями какими-то или, возможно, говорит чье-то имя во сне, как вариант. В целом перспектива у этих отношений достаточно радужная. Давайте посмотрим, будете ли вы счастливы вместе. Да? Здесь отшельник. Но смотрите, по этой карте можно строить семью. Женщина здесь будет всегда за спиной мужчины, и мужчина будет всегда иметь ключевое слово, решающее слово в этих отношениях. Поэтому мужчина здесь, по идее, рано или поздно станет царем и богом со временем. Да, может быть, он уже такой, но вот мужчина здесь, как бы, знаете, кроме себя особо друг друга не видит. Поэтому другого не видит. Поэтому если здесь женщина может поставить мужчину в паре чуть-чуть впереди себя и позволить себе играть постоянно заднюю скрипку, да, как вторую скрипку, извините, да, или как оно в песнях этих, да, в музыке, извините, второй голос, отшельник, да, то есть это не разрыв отношений, это хорошая карта для семьи, и давайте здесь баланс и семья, да, выпадает. Просто уточняющую карту беру, да, и смотрю, то есть вам нужно будет пройти разрыв или нет. Нет, скорее всего, здесь пахнет союзом, без лишнего груза, но мужчина здесь первый, лидер, стрелец, стрелец, который идет к своей цели, а женщина все время за его спиной играет вторую скрипку, второе слово, и перечить этому мужчине здесь я не советую. У меня такое ощущение. Как вы чувствуете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях и напишите, какие бы вы еще расклады или тематики раскладов вы хотели бы увидеть. Кстати, между слов, этот расклад по просьбе подписчицы, которая написала: я хочу посмотреть расклад «Вокзал для двоих», сделайте, у вас давно не было. Давайте посмотрим, как всегда, что является причиной того, что происходит в ваших отношениях. Что происходит в ваших отношениях? Слева мужчина, мысли, чувства, действия. Справа женщина. Мысли, чувства, и действия. И на основании этого мы посмотрим, насколько ваш вокзал для двоих счастливый или нет. Что происходит у вас? Здесь у вас вспышка и хороший шанс продлить, продолжить, возобновить, да. Начать все сначала, да, и вообще просто начать, да, то есть вот такая вспышка у вас есть, огонь, тепло, и хорошо. Далее, какая причина? Да, вот искра, да, вот вы недавно, скорее всего, поссорились, возможно, вы сейчас в ссоре, и шанс у вас такой есть. Больше этот расклад для ссоры, то есть у вас есть хорошая причина, видите, прыгает что-то, помириться. Кстати, поводом примирения может быть сексуальное взаимодействие здесь. Обе карты, они могут быть, то есть мужчина, женщина может примирить сексом, и женщина, мужчина тут тоже. То есть на этой почве можете и примириться. Но
То, что происходит между вами сейчас, является серьезным для вас потрясением. Пока не торопитесь, не делайте резких выводов, шанс на продление есть, на возобновление. Но также, если вы одиноки и у вас разрушился старые отношения, вы смотрите, да, вот у вас есть шанс начать абсолютно новые отношения. Как на примирение, так и на продолжение. Давайте мысли мужчины, что он думает. Все еще злится, кипятится, поэтому мириться с ним, прошу вас, как женщину, не торопиться. Что чувствует к вам? Летает в иллюзиях, накручивает себя. Возможно, абьюзер он, но, может быть, все делает любя. Такое тоже иногда бывает, и мужчина в своих отношениях и чувствах разные этапы проживает. Давайте посмотрим, это абьюз-груз или просто какой-то конфуз. Нет, это умеренность и скорее не абьюз. Он будет пытаться с вами примириться, найти общий язык, на что-то согласиться. И если рифма в наших раскладах появилась, значит ваша любовь и счастье уже возобновилось. Ну что ж, здесь мужчина, в принципе, пока злой. Не рекомендую прямо сейчас идти к нему с миром или предлагать его, оставьте его в покое, не суйте пальцы в розетку, а то убьют. Вот. Он сам не понимает, что с ним происходит, но где-то на уровне подсознания он ищет разумового своего успокоения и где-то в душе подсознательно ищет примирение и ангельское просветление. Что женщина чувствует прямо сейчас? Она ищет точки соприкосновения и материального потока распределения. Она пытается оправдаться. Ну что ж, такое здесь возможно, но от ваших оправданий будет пыль. Останется лишь только пыль, поскольку ветер с землей. Возможно, нужен компромисс, и женщине пока что лучше уступить. Но на диалог пока что идти не стоит, торопиться. Что чувствует женщина? Сейчас она очень переживает, страдает и чувствует, что может она мужчину теряет, но и мужчина в таком же состоянии. И здесь я вам скажу, друзья мои, я вижу именно две родственных души. Иллюзия чувств и луна, и вот она объединением. Архангел душ объединения. И что будет делать женщина? Она будет ждать, скучать и думать о нем. И думать о встрече в какой-то приятный и очень теплый вечер. Возможно, при свечах, возможно, с бокалами. Но, возможно, после того, как попустит его. Здесь есть шанс на улучшение, на любви и отношений, возвращения, если вы ищете примирение. Ну а для женщины, которая ищет новых отношений, здесь лучше сделать отвязку от старых, особенно если есть воспоминания и по-старому страдания и воздыхание. Потому что здесь есть шестерка кубков и луна, и распределение потока. То есть вы свое будущее, если вы порвали со старым и вы вспоминаете о нем, вы рвете его напополам, и ваша энергия намерения на будущие отношения делится ровно надвое, и вы бы уже в 2 раза быстрее могли быть возле своей цели. А вы так пока что топчетесь на двоих. И здесь, смотрите, близнец дважды. И здесь на пару делится, поэтому ваша привязка к прошлому не делает для вас ничего хорошего. Будете ли вы вместе после ссоры? Здесь дьявол, да. Привязка у вас есть. И для тех, кто хочет новую любовь обресть, то помните о том, что привязка к прошлому не делает для вас ничего хорошего. Вот такой вот расклад интересный. И от ваших комментариев на моем канале не будет тесно. Пишите, что чувствуете, думаете. И какие хотите расклады послушать еще на следующих моих выпусках. Третий расклад. И сегодня эта колода уже была на канале Алехандро Таро Судьбы. Кстати, предлагаю зайти и посмотреть последний расклад. Тоже по вариантам. Ну, на варианты я сделал, что будет, если происходить, если вы будете что-то делать, и что будет происходить, если вы делать чего-то не будете. Итак, причина того, что происходит между вами. Что происходит между вами? Давайте она вот так вот выпала. Мы здесь смотрим и прямые, и перевернутые карты. Слева мужчина, справа женщина. Мысли, чувства, ну и действия. Мысли, чувства, действия. Справа
Мысли, чувства, действия. Мысли, чувства и действия. Ну а по вариантам уже посмотрим по ситуации дополнительные вопросы. Если они с потока пойдут, и на личном раскладе вы можете заказывать этот расклад и дополнять своими вопросами. Да? Окей. Ну, смотрите, что между вами, да? Вы не можете договориться. Иерофант у вас перевернутый. Это или размолвка, или развод. Но и мужчина здесь не тот. Да? Не тот, слышите? Какая причина? Здесь дьявол или дьяволица, и здесь могут измены, обманы случиться, и здесь огонь привязок и обольщений, и, скорее всего, предательство есть. У меня такое ощущение, что в семье есть какое-то недоразумение. И произошло это недоразумение уже как года 4. Может быть, немножечко раньше, но и 4 года здесь тоже может быть. Потому что иерофант перевернут как минимум до 4-5 лет. Варится в ваших отношениях какой-то непонятный омлет или жарится. Что мужчина здесь думает? Мужчина не может добиться своего, не может доказать, оправдаться. И достаточно светлым он не может здесь казаться и оказаться. Что чувствует он? Он чувствует, что его раскрыли, и он открыт, его прочли, во всяком случае, своих тайн он не может скрыть, своих целей достичь не может, идет по дьяволу, как по лезвию бритвы, горит, скрипит, пыхтит, но ничего доказать не может. Не прав он чувствует это, и что он будет делать? Инициативу не будет проявлять, чтобы ничего никому не доказывать, не светиться, и ошибок не допускать. То есть здесь, давайте так скажем, мужчина здесь либо читается женщиной насквозь как рентгеном, и это ему как будто как полено, да, не лена, но полено между бровей или по спине, или как по венам, да. Идет вот такое мне. Мужчина полностью перевернут наизнанку, возможно, потрепан, неважно, с позаранку, или днем он потрепан, или к вечеру таков. Но здесь дьявола огонь переворачивает его разум, его душу, его энергию, и он вывернут наружу. Что женщина здесь? Женщина здесь звезда, красива, умна, но холодна. Что в чувствах ее колесо фортуны, ей тяжело принять то, что между ними произошло. Ее это тоже цепляет, и с пути по судьбе в этой паре сбивает, но она как бы пытается за это еще цепляться, хотя я здесь чувствую, ей пора оторваться. И что еще здесь есть в перевороте, а здесь отшельник на обороте. И здесь женщина может отношения прекратить для того, чтобы свою судьбу восстановить. Женщина здесь красива, умна, страдает и немножечко больна. Болеет она из-за мужчины и может жить без него красиво. Но дьявол, сука, есть в этом раскладе. Возможно, дело не в шоколаде, а в энергиях, которые идут от него. Она их глотает с ним заодно. Поэтому, что здесь делать женщине? Решайте сами. Если вот такое случилось между вами, предательство, обман или нечестность, и дьяволицы энергии наводятся на резкость, как говорится. Возможно ли вам быть здесь счастливыми вдвоем? Но здесь король перевернут, все дело в нем. И он как безумец, как идиот. Особенно если держит свой живот. А в животе что? Что-то болит. А что там болит? Болит здесь 4 мечей. Возможно, вуду, а возможно, от лживых речей. И что еще? Вы будете вместе. Здесь перевернутая 6 чаш. Что ж, не вернешь того, что было, но все зависит от нее. И если она в своем сердце сохранила то, что священно для нее, возможно, и будете вы здесь вместе, если у звезды есть разум. Разум и справедливость, холодное намерение, но здесь быть, решать и ей, и все пойдет по справедливости и по суду. Слово за ней.
Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя, і мир, який любите ви, окружають вас. Все буде по справедливості, все буде добре. От побачите. Лишайтесь на зв'язку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Па-па.